Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич, и сегодня в гостях неизменный руководитель, создатель, главный редактор и много других титулов замечательного портала «Нефть Капитал» Владимир Бабарев. Здравствуйте. Да, я помню, кстати, еще в 2022 году, когда на рынке появились такие интересные вещи, как бельгийская нефть, например. Latvian Blend знаменитый. Да. И так далее. Ну, это что-то сродни белорусским креветкам. Ну вот в Latvian Blend они и плавают, собственно говоря. Ну, на внешнем контуре понятно, у нас состояние экономической войны с коллективным Западом, здесь все средства хороши, война путь тумана, путь обмана и так далее. Но то, что мы делаем внутри, мне, к сожалению, понять вообще не удается. Тем более, что сегодня, я так понимаю, многие представители угольной отрасли обвели сегодняшнюю дату. У нас красным маркером. 28? Да. 28 ноября, красный день календаря. Министр энергетики Сергей Савельев умудрился, не знаю каким образом, но договориться с Министерством финансов о том, что будет снят экспортный налог на поставки коксующегося угля. То есть коксующийся уголь у нас был единственной маркой угля, которая до сих пор облагалась налогом. Со всех остальных сняли, вот акцизная, не акцизная, коксующийся уголь облагался дополнительным налогом. Это при том, что у нас уголь является одним из таких вот мощных экспортных продуктов, и его реально покупают в больших количествах за рубежом. Ну, покупают столько, сколько разрешает РЖД, на самом деле, вывести. Ну и о таких событиях, вот заговорили про коксующийся уголь, состоялся тестовый запуск Тихоокеанской железной дороги. Если кто-то забыл, дорога от Эльгинского месторождения на юге Якутии до нового порта с характерным названием Ильга в Хабаровском крае на берегу Охотского моря. Более 500 километров, менее чем за 2 года в тех условиях, которые там есть. Юг Якутии, курортные такие места, там 18 малых мостов, 3 крупных, все построили. То есть очевидно, что в следующем году это артерия, новая совершенно артерия, и такой частной дороги, такого масштаба в России раньше не было. И вот компания Ильга, которая не просила Ильга Уголь, которая не просила ни налоговых льгот, ни вычетов, ни софинансирования, все за свои построила, она вывозила коксующийся уголь для того, чтобы вкладываться в новый порт и в новую железную дорогу. Вот она была обложена налогом. Совершенно логично. Почему тестовый запуск, почему время должно пройти, дорога построена поверх вечной мерзлоты, есть свои технические требования, надо подождать, пока вот она, как, ну, я не знаю, там, пусть какой-нибудь опытный железнодорожник к нам придет и объяснит, что такое железная дорога в условиях вечной мерзлоты. Есть свои какие-то списки требований. Но вот теперь у компании «Ильга Уголь» появилась возможность немножечко быстрее возвращать все то, что было вложено. По оценкам отчетов пока еще не было, ну, такая поверхностная оценка, то что это под 200 миллиардов рублей, все это удовольствие, новая дорога. Там, где нет никаких дорог, это отдельная история, как строить, если ни на чем ничего не можешь привезти, только вот прям по рельсам положил и вези. Ну, собственно, так строили БАМ. Здесь условия-то, в общем, такие же. Зато можно было без сторожей работать на железной дороге, воровать некому, медведь шпалу не унесет. Единственное, что, наверное, можно было сэкономить. Нет, это замечательно, когда действительно люди не рассчитывают ни на кого, ни на государство, ни на какие-то там манны небесные, которые могут на них обвалиться, сами за свои деньги берут и что-то строят. Под девизом «нам не надо помогать, только не мешайте». Вот, кстати, вопрос. Может быть, Силуанов проникся, что они все-таки построили, ну ладно, так и быть, пусть зарабатывают. Я думаю, что просто они их не заметили. Повезло. Ну, может быть, повезло с тем, что нынешний наш министр энергетики пришел из угольного края, и что-то он про уголь иногда не забывает. Да. Вот теперь интересно, не уткнется ли все это в проблему РЖД, потому что в отличие от той же самой нефти и газа, у угля нет таких опций по транспортировке. Это либо ЖД, либо никак. Ну, те, кому нужно было Ильге углю вывозить уголь, они построили железную дорогу. В России у нас насчитывается около 140 частных угольных компаний, у них пока не получается. Вот у 140 не получается, у одной получилось. Ну, это такая вечная тема, кто в чем виноват.
Я просто напомню, да, вот опять же вечную проблему с вечным восточным полигоном. Ну да, и тем не менее он расширяется в полный рост. Правда, по статистике получается, что по показателю год в году грузооборот на наших железных дорогах в 2024 снизится процентов так на 5-6. То есть возможности расширили, вести стали меньше, абсолютно логично. РЖД, вы молодцы. Вы просто лучше расширять транзитные мощности, чтобы снижать грузооборот. Логично. Ну, пока практика показывает, что все-таки монополия – это такая интересная штука, которая одна в отрасли, и поэтому она может делать все, что угодно, и очень часто плохо. Ну, да. И, кстати, по поводу того, как будут возить нефтепродукты, с 1 января третья категория снимается. Категории у нас идут самая высшая первая и шестая самая нижняя. Вот нефтепродукты были в пятой, по-моему, группе в связи с тем, что происходило в прошлом году, когда у нас просто не проходили нефтепродукты до каких-то регионов. Александр Новак, вице-премьер, настоял на том, чтобы нефтепродукты получили третью категорию. Лето прошли вроде бы без приключений, по крайней мере, дефицит нигде не возникал. Но в связи с этим РЖД вот это поощрение отменяет. В светлый путь посмотрим, что будет в следующий раз. Ну, в следующем году, с 1 января, у нас много нового, помимо, разумеется, роста ставки акцизного налога. Это чтобы, опять же, никто не спрашивал, почему у нас растут цены на автозаправках. Потому что акцизный налог надо поднимать. Ну, а может быть, кстати, прямо на стелах АЗС и вот на вот этих вот табло колонок прям вот ставить две циферки. Вот это себестоимость, а вот это налоги. Ну, просто, опять же, чтобы люди понимали, в какой момент кому чего они платят. Чтобы меньше камней летело в нефтяников. Вот это наше, а это, простите, да, вы туда отдаете государству и сами с ним выясняете отношения. То есть, с одной стороны, понятно, что акцизный налог нужен, потому что из него выполняются все фонды на строительство новых, на ремонт старых и так далее. И, конечно, отдельно радует, что от акцизного налога благополучно избавлены владельцы электромобилей, так же, как от транспортного налога, потому что электромобили у нас покупают самые бедные и несчастные люди. Да. Это, во-первых, а во-вторых, когда электромобиль движется по дороге, он ее не касается и никак ее не разрушает. Абсолютно логично, на мой взгляд. Ну да, как часто бывает при столкновении Теслы, например, с кем-нибудь, потом в протоколе или в сводках говорят, что да, вот тот самый безработный обладатель Теслы. Ну да, где-то насобирал макулатуру, пустой стеклотары кое-как купил. Вообще ходят непроверенные слухи, что до конца года у нас появится энергетическая стратегия, рассчитанная на период до 2050 года. И, как нас уверяют представители Министерства энергетики, представители других министерств, идет бурное обсуждение. Такое очень активное, очень результативное. Вы не в курсе, кто с кем обсуждает? Да все обсуждают со всеми. Другое дело, что стратегия – это некий план на будущее, который подразумевает набор каких-то осознанных, осмысленных действий, которые должны привести к какому-то результату. Вот то, что по этой стратегии попадает в СМИ, то, что можно там почитать и так далее. У нас же теперь не все можно почитать, потому что существенную часть стат данных у нас засекретили, поэтому приходится обращаться к услугам информационного агентства. Один Bloomberg сказал. Да. У них почему-то вся информация есть, а у нас засекречена. Так надо. Так надо, наверное, да. Ну, опять же, мы-то люди местные, подчиняемся действующему российскому законодательству. Они шпионы, они законодательство наше не соблюдают. Там, на самом деле, если посчитать вот это распоряжение о запрете информации, статистическая запрещена. Но запретов, если мне кто-то позвонил и что-то спросил, вот я сотрудник министерства, ведомства некого, у меня поинтересовались, я ответил. Никакого наказания не предусмотрено. Вот там можно, да. по телефону, при личной встрече, это пожалуйста. А официально нет. Мне еще очень нравилось, когда до этого запрета ЦДУ выпускал различные стат-данные, которые, собственно говоря, можно было где-то получить, что-то публиковалось, что-то было секретным, не публиковалось. Но оказывается, это все можно было купить.
причем официально, причем на сайте ЦБУ. Хотите вот такие-то данные? Вот цена, покупайте, пользуйтесь. Очень удобно, очень секретно, и главное, что очень помогает всем непричастным к министерствам и ведомствам понимать, что у нас в стране творится. На всякий случай напоминаю, что в достаточно далекие времена фраза «фронт и тыл едины», она звучала. Сейчас у нас как-то все немножко иначе. Когда засекречено то, что происходит на линии боевого соприкосновения, понятно. Когда нам неизвестно время ремонта нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре, вот не очень понятно. Почему? Ну да, при этом все примерно понимают, когда это будет, но это, как обычно, наступает неожиданно, поэтому все внезапно начинают кидаться на биржу и закупать как не в себя нефтепродукты, потому что, боже мой, вот оно началось. Ну и, соответственно, цены улетают в космос. А потом мы спрашиваем, а что это у нас через месяц на АЗС ценники подросли? Ну, я объясню, почему через месяц, потому что, так сказать, с точки зрения логистики, топливо, купленное на бирже, доезжает до АЗС, ну, примерно там за 25-28 дней. Поэтому по текущему состоянию цен на бирже, а это легко посмотреть, открыли сайт, посмотрели, вы можете примерно предполагать, какова у вас будет цена топлива на заправке через месяц. И никаких сюрпризов. Ну, сюрпризов у нас много. Я на одно время наблюдал за тем, что происходит с ценами на заправках в Крыму и в Севастополе. Смотрел на материковую часть России, понял, что это несравнимые вещи, и стал сравнивать ситуацию в Крыму и в Севастополе с ситуацией в Якутии. Якутия по ценам пока обгоняет, но Крым старается. Крым старается, потому что он не близко, он приблизительно на таком же гигантском расстоянии, как и Якутия, поэтому... Ну и вот все эти оправдания, моста нет, приходится везти морем, морем дорого. Морем возить нефтепродукты дорого. Морем действительно дорого, при этом морем возить не так уж и просто. Я, кстати, напомню, что сейчас то ли происходит следствие, то ли оно уже завершено по поводу закупки вот этих паромов для перевозок грузов. В Крым, так сказать, расследование идет по линии военного ведомства. Но я думаю, если гражданские ведомства ковырнуть, то там тоже все будет очень нарядно. Ну и так далее. Чудес хватает. Закончатся эти чудеса или нет в новом году. Единая команда нашего премьер-министра Мишустина, я уверен, справится со всеми проблемами, и с 1 января будет вообще хорошо. Правильно? Если под Новый год угольщикам подарок выложили, можете хотя бы какое-то время не платить налог. Там, естественно, не навсегда, это не тот стиль, но какой-то период экспортные пошлины сняли, но потом обязательно вернут, потому что, конечно же, на мировом рынке цены пойдут вверх. Хотя уголь – это такая гадость, которой пользоваться нельзя, потому что она не зеленая, но при этом у нас масса моногородов, которые занимаются только углем, поэтому уголь добывать надо, но его надо обложить налогами, ну и так далее. То есть, вот, когда единая точка... Это как с ковидными правилами. Нельзя, но можно, но нельзя, но если чуть-чуть и только здесь, то можно, но только сегодня. Я почему и надеюсь увидеть энергетическую стратегию, но, может быть, хотя бы относительно угольной отрасли какая-то ясность появится. Может быть, произойдет чудо, и предложение, которое мы услышали из Татарстана, что надо делать упор не на добычу нефти, а на ее переработку. Боже мой, какие прекрасные люди живут в Татарстане. В Татарстане люди живут, которые пользуются логикой здорового человека. У нас что обложено всевозможными санкциями, потолками и прочим, нефти, нефтепродукты. Значит, надо заниматься нефтехимией. Ну, вот такая простая логика. А еще углехимией. Кстати, напомню, что в Китае решили заняться углехимией, причем из серии вот вышло постановление КПК по поводу того, что нужно вложить, по-моему, 17 миллиардов. 17 миллиардов, да, да. в углехимию. Будьте любезны. И не просто КПК, а экономического отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Тем более. А у нас вот в той стратегии, по которой мы сейчас живем, на период до 2035 года, я надеюсь, кстати, итоги ее будут подведены, кто как сработал, много слов о том, что нужна глубокая переработка угля. Ну, модель, которая сработала с нефтяниками, если ты хочешь себе какие-то налоговые послабления, будь добр увеличивать глубину переработки. Угольщиков не коснулось.
И если говорить о нашей угольной отрасли, то, в принципе, от такого алгоритма «копай и вези» ушли недалеко. Конечно, появилось действительно большое количество достаточно серьезных горно-обогатительных фабрик, то есть хотя бы везем, ну, более-менее в приличном состоянии. Ну, будут ли решаться все остальные проблемы? Напомню, что последний раз анализ угольной отрасли делали в 2021 году. Зависимость по импорту все, угольных разрезов, то есть не шахта, а именно разрезов, чуть более 60%, по шахтному, горно-шахтному оборудованию более 80%. Вот получается, что и эту часть надо каким-то образом добиваться технологического суверенитета. Вот в советские годы мы умели добычные комбайны и прочее производить, сейчас не умеем. Сейчас мы импортозаместились. Раньше везли из Европы, а сейчас из Китая. Это же импорт заместился же при этом. Ну, безусловно. Другое дело, что это вот как с поворотом на восток. То есть мы поставляли газ в Европу, потом нас с нашим газом из Европы вышвырнули, и мы так и трубы хоп, и начали активно перекладывать на восток. Ну, все-таки кое-что уже лежало. Кое-что хорошо, уже да, у нас уже было. Да, для, так сказать, честности скажем, да, что уже лежало. Другое дело, что, ну, мы опять привязываем себя трубой к этому рынку со страшной силой, и потом, когда что-то случится, вдруг, там, я не знаю, там, в какой-то момент Китай со Штатами, предположим, случится внезапная какая-то вот такой катаклизм, они примирятся. И что? И куда мы дальше денемся с этими многотонными, там, огромными трубами? Вот как Северного потока недостаточно? Вот этот пример никого ни в чем не убеждает? Ну, это мы уйдем совсем в философию, поскольку у нас действительно настроение сегодня хорошее. Вот, мы увидели, что Минфин можно уговорить, всего полгода его там давить и давить в одну точку, он уже ломается. Я могу предложить не менее фантастическую историю. Вот, на этой планете есть две страны. Российская Федерация и там левее чуть-чуть, Соединенные Штаты Америки. В Соединенных Штатах есть уголь, в России есть уголь. В Соединенных Штатах есть нефть, в России есть нефть. В Соединенных Штатах есть газ, в России есть газ. Причем в тех странах, которые вот у нас дружественные, этого не хватает. За исключением ОПЕК, разумеется. В Европе этого не хватает. А вот если себе представить, что мы не то что помирились, а нашли общий язык, ну, эта планета расписывается. Вам что-то нужно, у нас есть. Давайте договариваться. Ну, это так, из раздела «Фантастические истории», специально, чтобы поднять немножечко настроение, а то мы что-то сегодня слишком часто повторяли слово Министерство финансов. Это с настроением. Да. Да. Вот такая была у нас пауза, пока мы не встречались с Владимиром Владимировичем. В студии, на самом деле, интересных, более подробных моментов накопилось много. Это и проходящий вот в эти дни визит Владимира Путина в Астану, официальный государственный визит. И там тоже новости есть в этом направлении, потому что если говорить о развороте, то разворачиваться в апреле 2022 года Верховный главнокомандующий предложил не только на восток, но и на юг. Так что я думаю, у нас точно будет тема для еще одной встречи, для обсуждения того, что у нас происходит на южном и на восточном векторе. У нас всегда есть темы для разговора. Всем спасибо за внимание, вам спасибо, что нашли время к нам заглянуть. Спасибо. До свидания. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным, поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов.
Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.